Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и мы с вами на творческом канале «Красота в деталях». Рада всех приветствовать, дорогие хендмейдеры, дорогие рукодельники и рукодельницы. За окном у нас уже середина января, а вслед за январем придет и февраль. А в феврале у нас что? В феврале у нас прекрасный есть праздник – День всех влюбленных. А на этот праздник мы будем дарить всем свои любящие сердца, внимание, тепло и милые прекрасные подарки, валентинки, открытки. И изделиям на тему этого праздника будет посвящена целая серия моих видеоуроков со всякими разными влюбленными персонажами. Вот в прошлом видеоуроке я показывала вам, друзья, как можно сделать очень легко при помощи паяльника и фатина рукодельный рукотворный патч. Патч в переводе с английского – это нашивка, заплатка. Вот сегодня, в прошлом уроке мы делали мишек из фатина и шаблонов. Сегодня мимимишное настроение меня все-таки не отпускает. И в преддверии Дня Святого Валентина я сделала вот таких вот прекрасных мишек, которые держат в руках не менее прекрасные сердечки. А в сердечках тоже есть изюминка, потому что в них у нас есть насыпные такие элементы, которые пересыпаются, вот такие вот золотые пайеточки маленькие. Девчонки от таких вещей обычно приходят в абсолютнейший восторг. Поэтому, друзья, вооружаемся, пожалуйста, фатином, паяльником, вот такими вот двумя шаблончиками из жестяной банки, мишка и сердечко. Ссылочка на эти шаблончики будет в инфобоксе под этим видео. Эти прекрасные сердечки можно, собственно, делать и просто так, украшать ими заколочки, ободочки, серединки бантиков и много-много чего другого. Даже можно украшать ими, конечно же, рукотворные прекрасные хендмейдерские открыточки авторские. Вот, оставайтесь, друзья, пожалуйста, со мной. Буду рада вашим лайкам, комментариям. Спасибо всем тем, кто со мной, и буду рада новым друзьям. Если вам понравилось мое видео, буду очень вам признательна, если вы поделитесь моим видео в соцсетях со своими друзьями. А мы с вами приступим к нашему видеоуроку. Итак, друзья, сегодня мы сделаем влюбленного мишку на резиночке к празднику Дню всех влюбленных, 14 февраля. Вот так выглядит готовое уже изделие. Наш мишка будет состоять из двух патчей, нами собственноручно сделанных. Сделаны патчи при помощи паяльника, либо выжигателя по дереву, тоже подойдет, и нескольких видов фатина. Значит, патч состоит как слоеный пирог из нескольких слоев фатина. Разные цвета можно, в принципе, комбинировать между собой. Вот для сердечка я использовала два вида фатина средней жесткости, либо жесткий. Да? Вот 4 слоя такого фатина жесткого баклажанового цвета и 4 слоя сверху у меня красного такого фатина с красными блесками средней жесткости. Это наше сердце. А сам мишка у меня состоит тоже из нескольких видов фатина, так как у меня есть разнообразие в ассортименте, у меня в наличии. А можно сделать из одного вида. Вот нижний слой жесткий фатин у меня, вот два слоя. Затем мне очень понравился вот такой вот небесно-голубой цвет, но фатин мягкий, и я сделала его в серединку. Где-то 8 слоев тонких у меня получилось. И сверху для блеска 2 слоя добавила вот такого вот серебристого фатина. Все это дело нужно вырезать под шаблон, сделать нужного размера квадраты, сколоть булавочками, чтобы не смещался материал. Вот таким вот образом. Вот я вырезала паяльником сердечко наше. Значит, в нашей резиночке будет такой секретик. Девчонки очень любят такие подвижные элементы в серединке нашего сердца, которые мы насыпем в наш патч. Это вот такие вот микропаеточки золотого цвета.
Сейчас покажу подробнее, как это сделать. Итак, все шаблоны можно будет скачать по ссылке, которая будет помещена в инфобоксе под данным видео. Значит, шаблончики вырезаем из вот такого из жестяной банки, из-под газированных напитков или других напитков, так как жестянка, она не боится высоких температур. Вот я вырезала мишку и сердечко. Шаблоны у нас готовы. Паяльник разогрет. И сейчас, значит, мы сначала изготовим 2 патча. Итак, сердечко. Если в нашем патче будут какие-то насыпаться мелкие элементы, значит, мы один верхний слой оставляем, сверху насыпаем аккуратненько несколько пайеток, не очень много, чтобы это не было толстым слоем. Нам нужно просто для, как говорится, для интриги. Какое-то количество пайеточек, группируем их в серединке нашего будущего сердечка. Аккуратненько прикрываем 3-м слоем фатина. Вот так вот. Кладем сердечко. И очень аккуратно, чтобы не обжечь наши пальчики, вырезаем. Стараемся прижимать хорошо наш жестяной шаблон. И почему мы делаем, абсолютно не боясь, много слоев фатина? Потому что фатин — это тот материал, который очень легко плавится. Даже если 8-10 слоев. Просто тогда наш патч будет более объемный, более интересный. Так, убираем лишний материал. Вот так он легко абсолютно извлекается. И не забываем, что, конечно, под наш паяльник нужно положить какой-либо материал, тоже не боящийся высоких температур. Это может быть тарелка плоская, у меня это подставка под горячее. Вот такой патч у нас получился. Наш горячий пирожок мы вот так аккуратненько отклеиваем и проверяем, нет ли здесь дырочек, чтобы не высыпались наши пайетки. Хорошо ли у нас все сплавилось. Если где-то зазоры, можно скорректировать огнем зажигалки, вот так вот прижать, подплавить. Сердечко наше готово. Можно к резиночке даже просто прикрепить сердечко, тоже будет очень нарядно. Однако мы сделаем все-таки нашего мишку. Абсолютно прекрасного, замечательного, серебряного. Смотрим, что получилось у нас. Аккуратненько от поверхности отделяем нашего мишку. А вот такие вещи мы можем просто ножничками подрезать, либо тоже воспользоваться зажигалкой, подплавить. Вот так вот выглядит наш самодельный патч. А теперь нашему мишку нужно сделать более живым. У него будут выступающие детали. Это носик, который мы сделаем при помощи помпончика белого цвета диаметром 15 миллиметров. А также полубусины черного цвета. Для глазок полубусина 3 миллиметра и для носика 6 миллиметров. Полубусинки я буду клеить при помощи клея для страз. Либо можно воспользоваться клеем Момент Кристалл. Итак, на помпончик мы клеим черный носик. Тем временем у меня разогревается клеевой пистолет. Носик будем крепить на термоклей, сам помпон. Сердечко тоже приклею на клей B600.
буквально в нескольких местах. Вклеиваем носик. И, наконец, глазки. И теперь займемся изнанкой нашего мишки. Для этого я взяла плотный белый фетр. И сейчас вырежем еще одного мишку для изнанки нашего изделия. Я пользуюсь исчезающим маркером по ткани. Продается в отделах тканей, в магазинах тканей. Такой вот мишка у нас получился. Мы его будем потом вот так вот подклеивать. Перед этим я просто пришью нижнюю часть, нижнюю мишку к резинке. Можно просто подклеить на термоклей, но я думаю, что пришитая резиночка, конечно, всегда надежнее. Никогда не оторвется. Теперь аккуратненько совмещаем два шаблончика между собой при помощи клеевого пистолета. Такие вот влюбленные мишки на резиночках у нас получились. Если вам понравилось видео, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. И пока-пока, до новых встреч!